Вот такое MP3 радио я выиграл пару лет назад на интернет-аукционе. Получилось очень дешево. Радио поставляется в красочной коробке с цветными иллюстрациями. На одной из сторон кратко указаны основные характеристики устройства. Посмотрим поближе. На лицевой стороне стереодинамики и жидкокристаллический дисплей. Корпус выполнен из МДФ, по сути прессованной бумаги, и обклеен пленкой. Пленка темно-темно-коричневая и местами пузырится, так как наклеена не очень хорошо. Но это в любом случае гораздо лучше с точки зрения звучания, чем пластиковый корпус. На верхней стороне пульт управления, слегка напоминающий iPod, но кнопки, конечно же, не сенсорные. Здесь же порты для подключения USB-носителей и слот под карты памяти SD, и выдвижная антенна. Вот так устройство выглядит с полностью выдвинутой антенной. На задней стенке разъем линейного входа. Выход на наушники у устройства, к сожалению, отсутствует. Выключатель питания и разъем для подключения 5-вольтового питания. В комплекте идет вот такой странноватый кабель питания. С одной стороны у него USB разъем, а с другой круглый. Проблема в том, что этот штекер довольно длинный и не дает прижать приемник вплотную к стене. Впрочем, этого не дает сделать и расположенный сзади выключатель питания. Но об этом позже. Блока питания в комплекте нет, но подойдет любой с USB, например, от телефона или планшета. Также можно заряжать приемник от USB-порта компьютера или ноутбука, что еще раз ставит вопрос, почему был использован именно такой кабель, а не более логичный в данной ситуации micro-USB. Зато в комплекте есть пульт ДУ. Называется Mini Acoustics. Питается от плоской батарейки таблетки на 3 вольта. Цифровые кнопки не работают, но в целом пульт полностью дублирует все функции управления, что очень хорошо. Есть, правда, одна особенность. Если приемник выключить нажатием кнопки Power на пульте, то он говорит Goodbye и все. Включить обратно его с пульта уже не получится. Нужно выключить и снова включить выключатель на задней крышке. Кстати, такое выключение – единственный способ записать сохраненные радиостанции так, чтобы приемник не забыл их при следующем включении. Итак, включаем. Сразу видим, что у устройства проблемы с контрастностью. Надо было либо контрастность сделать сильнее, либо яркость подсветки понижать. По этой причине интерфейса на видео почти не видно, но это не моя вина, а разработчиков. В основном меню помимо часов и длительности подсветки можно осуществить выбор языка из огромного списка, среди которых, правда, нет русского. Установить отключение по таймеру через 10, 30 и 60 минут, выбрать режим будильника и радиостанцию, которая будет включена в момент срабатывания будильника. Также можно посмотреть версию прошивки. А вот где взять обновленную версию, я так и не нашел. Первая функция, о которой хотелось бы поговорить, это режим активных колонок. Подключаем в линейный вход плеер, телефон или компьютер, и приемник тут же начинает играть роль усилителя. С одной стороны, это удобно. При подключенном проводе устройство сразу переходит в режим колонок при включении. С другой стороны, чтобы воспользоваться другими функциями, радио или плеером, то нужно выдергивать провод, что не всегда удобно. Громкость регулируется переходом в режим громкости и нажатием кнопок влево и вправо. Не очень удобно. Следующий режим – радио. Есть все необходимое. Ручной поиск станции, сохранение до 20 пресетов, переключение по пресетам и автонастройка с сохранением всех пойманных станций в память. Не хватает только РДС, но это не так критично. Иногда, когда слабый прием или радиостанция никак не разорится на нормальный передатчик, через где-то час прослушивания появляются заметные помехи. Чтобы от них избавиться, нужно подстроить частоту кнопкой или переключиться на другую радиостанцию и обратно. Теперь попробуем плеер. Вставляем флешку с музыкой. Флешка должна быть FAT32. Самая большая, что у меня есть, на 4 гигабайта, прекрасно определяется приемником. Вставляем, и устройство тут же начинает воспроизведение. В режиме воспроизведения можно выбрать настройки эквалайзера, наиболее качественные из которых это SRS WOW. Также можно выделить фрагмент и задать его повтор, что говорит удобно при изучении иностранных языков. На экране показывается информация из тегов, исполнитель, название песни, если они прописаны. Также можно вызвать список файлов. Русский язык, к сожалению, не поддерживается. Но, если выставить в настройках китайский язык, то в списке песен русские названия отображаются. А вот теги, к сожалению, иероглифами. Юникодные теги я не пробовал, но Win1251, увы, не отображаются. Звук для таких размеров просто отличный. Уж не знаю, сказывается это какой-никакой, а все-таки деревянный корпус,
Или же работает технология SRS-WOW, но очень чисто и качественно для такого мелкого устройства. В режиме радио эквалайзер, понятное дело, не работает. Значит, дело, наверное, все-таки в корпусе или использованных динамиках. Давайте и на них посмотрим. Выкручиваем 4 шурупа на задней части. Снимаем крышку. Здесь хорошо видно, что корпус из МДФ. Верхняя панель слегка прогибается внутрь, если вставлять флешку с душой. Изнутри видно, почему это происходит. В принципе, можно ее укрепить, подклеив по контуру деревянные брусочки. Вот ИК-сенсор для пульта управления. А вот та самая черная кнопка, о которой я обещал рассказать. Параллельная кнопка включения, которую я подпаял к штатному выключателю, чтобы не тянуться каждый раз до задней стенки, чтобы включить радио. Еще один интересный момент – встроенная литиевая батарея. Хватает ее часов на 8 в режиме прослушивания радио, что вполне хватает на целый день на природе. А вот при подзарядке есть неприятный момент. Когда батарея заряжена, контроллер не отключает ее, как в приличных устройствах, а начинает клацать прямо в динамике поверх музыки. То есть музыка прерывается вот такими щелчками. Не критично, но получается, что в режиме колонок нельзя навсегда подключить их к компьютеру. Придется то включать, то отключать подзарядку, чтобы не было этого звука. Но в общем и целом очень неплохое устройство и звук неожиданно приличный.